Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько часов назад сотрудники антикоррупционного комитета узнали печальную новость и почтили память своего товарища, известного советского и российского композитора Вячеслава Григорьевича Добрынина, который ушел из жизни сегодня утром. По первоначальной информации, Вячеслав Григорьевич попал в больницу вчера вечером и ушел из жизни в результате сердечной недостаточности и гипертонического криза. Однако руководитель антикоррупционного комитета товарищ Михалков и Следственный комитет Российской Федерации нашли серьезные нестыковки в этом деле. Они провели срочное расследование, которое привело к шокирующим результатам. По данным пресс-службы комитета, 10 дней назад Вячеслав Григорьевич Добрынин по состоянию здоровья взял больничный и 10 дней находился на домашнем режиме. Однако уже неделю назад Вячеслав Добрынин сообщил Никите Михалкову, что почувствовал себя лучше и в скором времени собирается выйти на работу в антикоррупционный комитет. Однако в положенное время Вячеслав Добрынин не появился на работе и перестал выходить на связь. Следственным органам в кратчайшие сроки удалось выяснить полную картину трагедии. Стало известно, что все это время Вячеслав Григорьевич Добрынин лечился по рекомендациям телеведущего и известного врача Елены Малышевой. В частности, он принимал медицинские препараты, которые были рекомендованы Еленой Васильевной. Однако это только начало шокирующей ситуации. Вячеслав Григорьевич Добрынин, который заменил в антикоррупционном комитете Александра Ширвинда, вплотную занимался открытием телевизионного канала и радиостанции антикоррупционного комитета. 3 дня назад известный артист имел официальную встречу с представителями центрального телевидения Константином Эрнстом и депутатом Госдумы Родионом Газмановым. По словам близких известного артиста, именно после этой встречи Вячеслав Григорьевич Добрынин почувствовал себя резко хуже. У артиста поднялось давление и несколько раз приезжала скорая помощь. Ну а настоящая трагедия произошла еще вчера вечером. Работники больницы, где находился Вячеслав Добрынин, сообщили, что вечером в часы приема к Вячеславу Григорьевичу приходили 2 незнакомых мужчин, которые показали удостоверение работников центрального телевидения. После этой встречи Вячеслав Добрынин почувствовал себя совсем худо. Врачи начали предпринимать реанимационные действия, однако положительного результата не произошло. И сегодня утром Вячеслав Добрынин ушел из жизни. По делу о трагической смерти Вячеслава Григорьевича Добрынина были задержаны следующие публичные личности: телеведущий врач Елена Малышева, руководитель Центрального канала телевидения Константин Эрнст и депутат Госдумы Родион Газманов. Помимо этого были арестованы и 2 мужчин, которые представились корреспондентами и накануне побывали в палате у Вячеслава Добрынина. Они заявили, что получили заказ на посещение от депутата Госдумы Родиона Газманова. Что именно предприняли эти мужчины в момент посещения, пока выясняет полиция. Однако именно после этого Вячеславу Григорьевичу стало резко хуже. На данный момент людям, замешанным в смерти Вячеслава Добрынина, выдвинуты следующие обвинения. Врач Елена Малышева обвиняется в непрофессиональной медицинской помощи, которая привела к смерти человека. Отметим, что Елена Васильевна замешана уже не в первом криминальном скандале. В свое время от ее лечения серьезно пострадали такие известные артисты, как Олег Басилашвили и Александр Анатольевич Ширвинд, который также ушел из жизни в похожей ситуации. Генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст обвиняется в доведении человека до летального исхода, ведь в итоге именно встреча Константина Эрнста и Вячеслава Добрынина привела к трагическому финалу. Ну а больше всего вопросов к сыну Олега Газманова Родиону.
Ведь именно двое журналистов, которые побывали на приеме у Вячеслава Добрынина, указали на Родиона Газманова как главного заказчика преступления. Стало известно, что несколько часов назад с Родиона Газманова уже была снята депутатская неприкосновенность, и в скором времени он покинет свой руководящий пост. Зрители с большим стажем могут помнить, что Вячеслав Григорьевич Добрынин за все время творческой карьеры и работы в антикоррупционном комитете в буквальном смысле не щадил своего здоровья. За все это время Вячеслав Добрынин перенес 2 инсульта и инфаркт. Ну а самая главная трагедия произошла в жизни Вячеслава Добрынина еще в январе 2024 года, которая самым кардинальным образом повлияла на здоровье известного артиста. В январе этого года Вячеслав Добрынин и Ирина Муравьева, члены комитета, проводили проверку подпольных игровых казино сына Олега Газманова Родиона в городе Калининграде. Именно тогда Ирина Муравьева и Вячеслав Добрынин, которые находились в момент нападения в гостинице и получили тяжелые ранения, которые в итоге серьезно повлияли на их дальнейшее состояние здоровья. Еще зимой 2024 года Вячеслав Григорьевич долгое время находился в больнице и в реанимации. О известном артисте проводилась коллективная молитва. В тот момент Вячеславу Добрынину удалось выйти из критического состояния, однако на этот раз чудо не произошло. В нападении во время проверки казино в городе Калининграде на тот момент обвинили Родиона Газманова. Однако сыну Олега Газманова удалось уйти в тот момент от ответственности в связи со своей дружбой с пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего Дмитрием Песковым. Как заявляет глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков, дело о смерти Вячеслава Добрынина будет продолжаться. На данный момент Елена Малышева, Константин Эрнст и Родион Газманов находятся в полиции и дают показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве и ушел из жизни в возрасте 79 лет. Свою музыкальную карьеру Вячеслав Добрынин начал в 70-е годы прошлого столетия. Широкому зрителю особенно полюбились такие музыкальные хиты известного артиста, среди которых такие песни, как «Льется музыка», «Синий туман», «Так вот какая ты», «Большая медведица», «Незабудка», «Бабушки-старушки» и многие другие. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.